Чем обычно занимаются черепахи? Они медленно ползают, щиплют травку и при опасности прячут свою голову в надежный панцирь. Ну или живут в воде, быстро плавают и охотятся на всякую маленькую живность, вроде небольших рыбок или личинок насекомых. Мало кто может даже предположить, что среди черепах встречаются настоящие монстры, по своим размерам и образу жизни больше похожие на крокодилов, чем на привычных для всех небольших и осторожных черепашек. В этом видео мы рассмотрим одну из самых больших, агрессивных и опасных черепах в мире – каймановую черепаху. Каймановая черепаха – крупное и очень сильное животное. Некоторые особи каймановой черепахи могут иметь панцирь длиной более 50 сантиметров, а их масса может превышать 35 килограмм. Одним из характерных признаков каймановой черепахи является очень длинный и толстый хвост, который составляет больше половины от длины тела черепахи и имеет 2 ряда крупных чешуй, что делает его похожим на хвост крокодила. Также каймановая черепаха обладает сильно уменьшенной в размерах нижней частью панциря, имеющей второе название – пластрон. Благодаря уменьшению размеров пластрона каймановая черепаха немного потеряла в защищенности, но взамен получила очень большую свободу движений для своих огромных лап и головы. Голова каймановой черепахи находится на очень длинной и подвижной шее и имеет непропорционально большие размеры, из-за чего черепаха даже не может полностью спрятать свою голову под панцирь. Зато, благодаря такой огромной голове, черепаха имеет очень большие и крайне мощные челюсти, что позволяет ей гораздо эффективнее охотиться и защищаться от хищников. Обитает каймановая черепаха в восточных и центральных регионах США, а также на юго-востоке Канады. В качестве места обитания каймановая черепаха предпочитает водоемы со стоячей водой и большим слоем ила на дне, в который черепахи закапываются, чтобы пережить зиму. Впрочем, заставить каймановую черепаху зарыться в ил и впасть в спячку не так-то просто, ведь эти черепахи являются одними из самых устойчивых к холоду рептилий. Они могут оставаться активными, даже если температура воды составляет всего 4 градуса. Довольно часто можно увидеть, как каймановые черепахи плавают подо льдом или даже ходят по нему. Если же черепаха все-таки зарылась в ил на дне водоема и впала в спячку, то ее потребность в энергии снижается настолько, что она способна в течение нескольких месяцев жить в условиях практически полного отсутствия кислорода, получая всю необходимую энергию анаэробным способом, как это делают многие одноклеточные грибы и бактерии. С наступлением весны черепаха пробуждается от зимнего сна, восстанавливает свой прежний обмен веществ и приступает к своему главному и самому любимому занятию – бесконечному поиску и поглощению пищи. Каймановые черепахи всеядны. Они могут съесть почти все, что хотя бы отдаленно похоже на съедобный предмет, в том числе падаль и водные растения. Но гораздо больше каймановые черепахи любят охотиться на свежую живую добычу. В отличие от многих других видов хищных черепах, каймановые черепахи не поджидают свою добычу в засаде, а очень активно разыскивают ее, после чего без промедления атакуют. В список жертв каймановой черепахи входит огромное количество живых организмов,
Помимо бесчисленного множества различных беспозвоночных, в том числе и раков, каймановые черепахи поедают рыбу, лягушек, змей и даже других черепах. Причем это могут быть не только черепахи других видов. Каймановые черепахи являются каннибалами и с удовольствием поедают свой собственный молодняк. Более того, жертвами каймановых черепах нередко становятся даже молодые миссисипские аллигаторы. Также каймановые черепахи регулярно поедают самых разнообразных птиц и млекопитающих. Причем они без особых колебаний нападают даже на добычу в несколько раз превосходящую их по размерам. Крупные каймановые черепахи вполне могут напасть и на человека. Убить человека черепахи не могут, но вполне способны откусить от него кусок кожи или несколько пальцев. Каймановая черепаха весом всего 15 кг имеет силу укуса, равную 650 ньютонам, что примерно соответствует силе укуса канадской рыси, имеющей такой же вес. При этом не стоит забывать, что отдельные особи каймановых черепах могут достигать веса более 35 кг, а сила их укуса предположительно будет выше, чем у небольших волков и леопардов. Несмотря на то, что каймановые черепахи не могут убить человека, они крайне агрессивны и по некоторым данным являются самыми травмоопасными рептилиями в США, опережая по этому показателю даже миссисипских аллигаторов. Мало какие хищники могут представлять реальную угрозу для крупных каймановых черепах. В их число входят выдры, медведи и крупные аллигаторы, а также грифовые черепахи, являющиеся близкими родственниками каймановой черепахи, но имеющие гораздо более крупные размеры и невероятно мощный укус, способный без особых проблем раздробить панцирь даже у довольно крупных каймановых черепах. Кроме того, мясо каймановых черепах ценится многими людьми. Впрочем, на численность каймановой черепахи подобное хищничество влияет мало, и она до сих пор остается очень широко распространенным и многочисленным видом. А вы бы дали каймановой черепахе укусить себя за деньги? И если да, то за какую сумму и за какое место? Пишите свои ответы в комментариях. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!